Всем привет! Сегодняшнее творение будет младшим братом одной из моих предыдущих самоделок. Поехали! Для того, чтобы начать творить, мне понадобился небольшой кусок фанеры толщиной 18 мм. Из него, предварительно разметив, я отпилю квадрат со сторонами в 140 мм. На готовом квадрате я дам две метки по 70 мм с одной из сторон, то есть разделю ее пополам. Эти метки будут для ориентира. Любым игольником с одинаковой толщиной, у меня нашелся вот такой из оргстекла, я даю отметки от углов к центру. В месте, где стыкуются две черты, я просверливаю отверстие на 8. А дальше пропиливаю заготовку по своим отметкам. После этого я готовлю следующие две детали. Они будут длиной 140 мм и шириной 40 мм. На этих деталях с узкой стороны, разделив их пополам по длине, я даю отметку в 6 мм и просверливаю насквозь все тем же сверлом на 8. После этого все немного подшкуриваю, придав более гладкий вид. Теперь на двух деталях, сделанных последними, я даю отметки. На одной в 40 мм от торцов, а на другой в 30 мм. Позиционирую все заготовки относительно друг друга, просверливаю сверлом на 2,5 и зенкую. Ну и скручиваю их, конечно. После этого на 8-мм шпильке я отмечаю 25 мм и отрезаю. Тут длина может быть практически какой угодно, позже вы поймете почему. Как вы уже заметили, в последнее время я работаю инструментом AEG. Особенно интересна и удобна аккумуляторная серия. Тут не обязательно покупать на каждый инструмент свой АКБ, можно иметь один и при этом пользоваться всем, что есть. Лично мне нравится. И сегодня есть отличная новость. Совместно с каналом Все Инструменты.ру мы проводим конкурс, где главным призом будет вот такая вот бесщеточная болгарка на 230 круг, которую я лично отправлю победителю. Характерным ее отличием является не только трехпозиционная дополнительная ручка, но и поворотная рукоятка для удобства работы. Поверьте, это реально удобно, я проверял. Для участия нужно быть подписанным на мой канал и на канал спонсора Все Инструменты.ру. Ваши подписки должны быть открытой, чтобы мы могли проверить это условие. И обязательно под этим видео напишите любой комментарий со словами «Хочу инструмент». Как видите, условия очень простые. А через 2 недели мы определим случайного победителя с помощью так называемого рандомайзера. Ссылку на канал спонсора вы найдете в описании. А мы идем дальше. Теперь все детали готовы, можно собирать самоделку. Хотя нет, понадобится еще 3 шайбы, обычная гайка, гайка-барашек и колпачковая.
Я уже показывал самоделку для склеивания рамок, но кое-кто писал, что она имеет ограниченный рабочий ход. И я не спорю, ведь это правда. Вот и в очередной раз я решил наваять решение этой проблеме. Если ваша рамка слишком большого размера, то тут уже помогут такие угловые струбцины. Здесь уже не имеет значения ни ширина, ни длина рамки. Как видите, все решаемо. А чем длиннее шпилька, тем толще заготовки можно крепить. Лично мне 25 сантиметров за глаза. Пишите ваши комментарии под видео. Может быть, предложите что-то доработать или усовершенствовать. Да и просто оставьте ваше мнение. Я читаю все комментарии. Мне всегда интересно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем добра и всем пока.